Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Ikigai. Давненько у нас не выходило видео, все дело в том, что я готовлюсь к соревнованиям по Muay Thai. И поскольку я давно ничего не упускал, сегодня я решил сделать такое масштабное видео и показать вам полные 3 своих торговых дня. Абсолютно всю свою торговлю за эти 3 дня. И, друзья, если это видео будет для вас полезным, а я уверен, что оно будет для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк и напишите в комментариях ваше мнение, какую-либо вашу обратную связь и поддержку. Меня это очень сильно мотивирует. Итак, мои цели касаемо трейдинга подразумевают увеличение депозита практически с самого нуля, с таких адекватных депозитов, средненьких до каких-то высоких сумм. Это я делал для того, чтобы дать вам определенную веру в то, что здесь все возможно. И на своем примере показать, как это делается. Сегодня я буду увеличивать депозит до $500. Вложил я $100, я абсолютно всю свою историю, все операции, все вам покажу. Я запишу абсолютно каждую свою сделку. Также помимо БО у нас будет торговля на Форекс. То есть вы увидите абсолютно всю мою торговлю. Обычно я торгую достаточно консервативно, у меня нет особого опыта увеличения депозитов. То есть я завожу депозит, делаю прибыль и сразу же ее ввожу. И поэтому я решил посмотреть метод увеличения депозита у Григория с канала Investment Start. Ссылочка будет в описании и в подсказках. Он очень часто занимается увеличением депозита с каких-либо минимальных сумм, делает подобные эксперименты. И я решил взять метод, с помощью которого он увеличил со $100 депозит до $1000. Итак, Money Management подразумевает 10, 30, 60. То есть это у нас проценты. На первую сделку мы ставим 10%, если она заходит в минус, мы увеличиваем сумму сделки до 30%, если вторая сделка заходит в минус, мы увеличиваем сумму сделки до 60%. Это очень такой достаточно рисковый метод. Риски пропорциональны прибыли. Чем больше риски, тем больше прибыль, и чем меньше риски, тем меньше, естественно, прибыль. Сразу предупреждение, начинающим это не рекомендую повторять. Такой метод подходит только для опытных трейдеров. Начинающим строго фиксированная сумма не более 5% от депозита. Вся ответственность за ваш депозит лежит только на вас и за вашими решениями. Так что имейте это в виду. Я буду торговать по моей стратегии, это Ikigai Box плюс уровни Фибоначчи. Тем самым я докажу эффективность этой стратегии и покажу много практики на примере, чтобы вы смогли этим пользоваться. Ссылку на эту стратегию вы можете найти также по ссылочке в описании и посмотреть, как она работает. И сразу скажу для умников, которые говорят, что уровни Фибоначчи так не чертятся, а я в трейдинге уже многие года, я прекрасно знаю, как их чертить. Но при этом мне ничего не мешает послать общие правила трейдинга куда подальше и делать то, что у меня получается, и то, что эффективнее. Трейдинг, он индивидуально субъективен. Трейдинг — это искусство. Здесь каждый сам для себя ставит какие-либо ограничения и правила. В конечном счете нам важно заработать на движениях цены. А каким именно образом, это абсолютно не важно. Вы можете использовать абсолютно все, что у вас работает, даже если этого понятия в принципе нету в трейдинге. То есть просто делайте то, что у вас получается. И если уровни Фибоначчи так до меня никто не чертил, то после моих видео их так будут чертить все. Вообще все равно. Итак, давайте наконец начнем нашу торговлю на Форекс и БО. Валютная пара британский фунт-доллар, 4-часовой таймфрейм. Идет длительный тренд на повышение. Рисую трендовую линию поддержки. Немного ее корректирую. После длительного тренда возможна затяжная коррекция и движение вниз. Мы ожидаем пробития трендовой линии поддержки и движения примерно к этому уровню. Это уровень 1.31.700. Этот уровень служит потенциалом для движения цены. То есть цена пробьет трендовую линию поддержки и с коррекциями, возможно с импульсными движениями, пойдет до этого уровня. То есть здесь мы фиксируем нашу прибыль. Почему трендовая линия поддержки должна пробиться? Немного приближаю. Это 4-часовой таймфрейм, здесь образовалась фигура голова и плечи, которая указывает на понижение. Рисую левое плечо, рисую голову, рисую правое плечо, рисую линию шеи. Как мы видим, линия шеи была пробита, и на данный момент происходит ретест пробитого уровня. Цена подошла и резким импульсным движением отскочила. После этого импульса образовалась еще одна фигура технического анализа уже в более меньших масштабах. Это фигура медвежий флаг, которая также указывает на понижение. Рисую трендовые линии. Рисую древко флага. И вот наша фигура медвежий флаг. Медвежий флаг указывает на пробитие трендовой линии поддержки локальной и движение вниз. Мы помним, что импульс после образования флага равен древку этого же флага. То есть по потенциалу цена должна дойти до основной трендовой линии поддержки, после чего вероятнее всего произойдет коррекция и дальнейшее движение вниз. Здесь возможно образование какого-либо треугольника и пробитие уже дальше
вниз по нашему потенциалу. Вот такой сценарий я предполагаю. И есть еще один сценарий. Давайте открою дневной таймфрейм. Сотру фигуру голова и плечи. Сотру трендовую линию. И сотру вот это вот все дело. Цена может пойти на повышение. И у нас образуется фигура уже двойная вершина. И только после этого цена пойдет уже вниз и пробьет трендовую линию поддержки. То есть учитывайте все сценарии. Тем не менее, в конечном итоге с большой вероятностью я предполагаю, что цена дойдет до уровня 1.31 или же в крайнем случае это 1.32. И теперь факторы свечного анализа, указывающие на понижение. Перехожу на дневной таймфрейм. Что мы здесь видим? Видим, что на максимуме образовались прекрасные свечные формации, указывающие на понижение. Это свеча с большой тенью сверху и паттерн поглощения. Все это в совокупности указывает на понижение. Далее перехожу на недельный таймфрейм. Здесь мы также видим прекрасный паттерн, указывающий на понижение. Это свеча с большой тенью сверху. Обратите внимание на общую картину рынка и на то, что таких подобных свечей не было уже достаточно давно. То есть это сильный, мощный сигнал на понижение. Изначально вложенный депозит $925, торгую с плечом 1 к 100. Открыл позицию на понижение объемом 0.03. Стоп-лосс поставил чуть повыше диапазон движения цены в фигуре медвежий флаг. Если цена дойдет до стоп-лосса, то я потеряю $10. Это 1% от депозита. Тейк-профит поставил на уровне 1.32. Если цена дойдет до тейк-профита, я получу $217. Также могу вкладывать еще больше объема в позицию, если все пойдет по первоначальному сценарию. Начинаю торговлю, проверяю экономический календарь на инвестинге. Чтобы не попасться на какие-либо сильные новости. Смотрим, что у нас в ближайшее время. В ближайшее время выходят новости с умеренной волатильностью по канадскому доллару и доллару. Имеем это в виду и приступаем за торговлю. Валютная пара австралийский доллар, канадский доллар. Рисую уровни Фибоначчи. Движение началось в данном месте, импульсное, закончилось в данном месте. Рисую от конца импульса до начала импульса уровня Фибоначчи. Немного корректируем. Нарисовал. Ждем подхода к первой линии Фибоначчи. И заходим на 5 минут на повышение. С суммой $10. Обычно я подбираю время экспирации для этой ситуации по формуле таймфрейм умноженный на 3. Здесь я зашел по формуле таймфрейм умноженный на 5. Почему я это сделал? Дело в том, что эта ситуация слишком большая для минутного таймфрейма и слишком маленькая для 5-минутного. Поэтому я решил немного усреднить время экспирации между 3 минутами и 15 минутами. Время экспирации всегда подбирается в зависимости от ситуации. Остается 10 секунд до конца сделки. Словили импульсное движение вверх. Цена дошла практически до своего потенциала. И мы получаем плюс. Ищем ситуации дальше. К сожалению, я приостановил запись и забыл нажать на play. Получил только что плюс по ситуации на валютной паре евро-доллар. Итак, валютная пара евро-доллар. Находим паттерн движения. Это импульс, скопление, импульс. Давайте более подробно разберемся с тем, как чертить уровни Фибоначчи по этому методу. Находим конец данного движения первоначального и находим начало этого движения. Вот наш первоначальный импульс. Рисуем линии Фибоначчи от конца первого импульса до начала первого импульса. Находим примерную точку входа. Как видите, реакция образовалась недалеко от первой линии Фибоначчи. Зашел здесь на повышение, также на 5 минут. Цена совершила импульс вверх и дошла до своего потенциала. Я увеличил сумму сделки до $12. Ищем ситуации дальше. Итак, больше ситуаций я не вижу. Получил 2 плюса, продолжу в другое время. Валютная пара британский фунт, швейцарский франк. Нахожу паттерн движения, это импульс, скопление, импульс. Рисую уровни Фибоначчи. Провожу от конца импульса до начала импульса уровни. Нахожу точку входа и жду касания с ней. Цена подходит к первому уровню Фибоначчи. Готовлюсь заходить. Захожу вверх на 5 минут по нашей стратегии. Итак, остается 10 секунд. Немного не хватило на времени экспирации и сделка заходит в минус. Повышаю сумму сделки до $36. И ищу следующие ситуации. Валютные пары новозеландский доллар, японская иена. Нашел ситуацию. Захожу на 3 минуты на понижение. Нашел я ее на минутном таймфрейме. Видим импульс, скопление, импульс. Рисую через это уровни Фибоначчи. От конца первого импульса до начала первого импульса.
Как видите, реакция произошла ровно от уровня Фибоначчи. Еще раз смотрим. Отмечаю конец импульса, желтой линии. Отмечаю начало импульса, желтой линии. И рисую через это уровни Фибоначчи. Вот что у нас получается. Ждем конца сделки. Остается 10 секунд. Словили сильное импульсное движение вниз. И получаем с вами плюс. Обратите внимание на масштабы этой ситуации. То есть здесь я выбрал время экспирации 3 минуты. Здесь ситуация по масштабу небольшая, поэтому время экспирации 3 минуты. Итак, уменьшаю сумму сделки до $14. Валютная пара британский фунт, австралийский доллар. Рисую уровни Фибоначчи. Видим, что она находится у нас на уровне Фибоначчи, заходим вниз. Вот наша ситуация, наш паттерн движения. Нарисовали к нему опять же уровни Фибоначчи. И пытаемся словить реакцию на понижение. Итак, остается 10 секунд, словили реакцию на понижение, сейчас цена откатывается. И в итоге получаем плюс. Отлично, идем с вами дальше. Валютная пара евро-доллар, нахожу формацию. Паттерн нашего движения, рисую уровни Фибоначчи, нахожу примерную точку входа и готовлюсь заходить на 5 минут на понижение. Валютная пара доллар-франк, находим паттерн движения, это импульс и скопление. Далее ждем второго импульса, определим, где у нас находится конец импульса, это данное место. Начало импульса, это данное место. Рисуем через это уровни Фибоначчи. И находим точку входа. Итак, произошел импульс на повышение, поэтому мы пропускаем эту ситуацию. Также я увидел, что на валютной паре евро-доллар ситуация себя полностью отработала, но я на нее не заходил. Мне не очень понравилось это зигзагообразное движение. Валютная пара евро-британский фунт. Находим нашу ситуацию. Рисуем уровни Фибоначчи. Находим точку входа. И заходим вниз на 5 минут. Происходит достаточно сильное импульсное движение, но мы надеемся словить откат. Итак, зашли по нашему паттерну, давайте ждать завершения сделки. Итак, остается 10 секунд, словили коррекционное движение вниз, и сделка у нас заходит в плюс. Итак, на сегодня я торговлю заканчиваю. Удалось заработать $55. Итак, фигура медвежий флаг была пробита мощным импульсным движением вниз. Цена сейчас находится на сильном уровне поддержки. У нас здесь на H4 образовалась фигура голова и плечи. Можно ожидать ретест пробитого уровня и откатное движение цены. Поэтому сейчас я хочу закрыть свою позицию, зафиксировать прибыль $32 и повторно открыть позицию, когда цена вновь подойдет к уровню сопротивления. Очень велика вероятность коррекции. Итак, закрываю позицию и получаю прибыль $32. На балансе $1076. Валютная пара доллар-японская иена, дневной таймфрейм. Здесь находится сильный уровень сопротивления. Рисую область сопротивления. Немного корректирую ее под максимумы. Вот наша область сопротивления. Выделю красным цветом. Цена наткнулась на эту область. И здесь мы видим паттерны, указывающие на понижение. Первый паттерн, первый намек на понижение был у нас вот здесь вот. Давайте я сменю заливку. Итак. Это первый намек на понижение, паттерн с большой тенью сверху, а второй намек на понижение был у нас вот здесь вот. Это свеча зеленая с большой тенью сверху. При этом тень больше тела, в отличие от этой свечи. А это уже более сильный сигнал на понижение. Далее, у нас шел длительный тренд на повышение. Чем длительнее идет тренд, тем сильнее будет коррекция. И поскольку тренд идет достаточно давно, то эта область сопротивления и паттерны, указывающие на понижение, отличный сигнал для коррекции. Потенциал движения цены – это уровень 107. Рисую линию на уровне 107. То есть до сюда, вероятнее всего, цена должна дойти. Перехожу на 4-часовой таймфрейм. Здесь недавно образовался паттерн, указывающий на понижение. Вот, наш паттерн – это паттерн поглощения. Также еще один намек на понижение был у нас вот здесь вот. Свеча с огромной тенью сверху. Далее это все стираю. Рисую трендовые линии. Здесь у нас была сужающаяся формация,
который указывает также на понижение. Сужение после импульса вверх означает ослабление быков. Итак, множество факторов указывает на возможное понижение, но мы учитываем то, что здесь находится у нас область поддержки. Локальная область поддержки, и цена может застрять в консолидации. Но в конечном итоге я опять же предполагаю, что цена пробьет локальный уровень поддержки и пойдет по потенциалу вниз. Изначально вложенный депозит $925, торгую с плечом 1 к 100. Открыл позицию на понижение на валютной паре доллар-японская иена объемом 0.02. Стоп-лосс поставил чуть повыше максимумов. Если цена дойдет до стоп-лосса, я потеряю $12. Это 1% от депозита. Тейк-профит поставил на уровне 107. Если цена дойдет до тейк-профита, я получу прибыль в $32. Могу наращивать объем в позиции при возникновении новых сигналов на понижение. Итак, второй день, начинаю торговлю, смотрю экономический календарь, чтобы не попасться на какие-либо важные новости с сильной волатильностью. Через 8 минут у нас будет выступление представителя ЕЦБ, это влияние на евро, поэтому евро мы пропускаем. Ищу ситуации для захода. Валютная пара австралийский доллар, швейцарский франк. Находим нашу ситуацию, это импульс, скопление импульс, рисуем уровни Фибоначчи от конца импульса до начала импульса, находим точку входа, видим, что цена уже отскакивает от данной области поддержки, переходим на более мелкие таймфреймы. Время экспирации 30 минут, поскольку цена у нас уже отскочила. Здесь имеется небольшой локальный уровень сопротивления, который в данный момент пробивается. Я думаю, что в этом случае хватит и 15 минут. Захожу на повышение. Почему решил заходить на такое время экспирации? Поскольку цена у нас уже движется вверх, я зашел следуя за ценой, и до ближайшего уровня сопротивления остается достаточно мало места. Ближайший уровень сопротивления находится у нас примерно в данном месте. То есть по размеру это 1-2 средних свечи на графике. Итак, ждем завершения сделки. Остается 10 секунд, поймали сильное импульсное движение на повышение, цена дошла до своего потенциала, вот до сюда, и мы получаем с вами плюс. Увеличиваю сумму сделки до $17. И ищу ситуации дальше. Валютная пара британский фунт, японская иена. Находим нашу формацию. Это импульс, скопление, импульс. Рисуем уровни Фибоначчи. Давайте найдем конец импульса и начало импульса. Начало находится в данном месте. Конец импульса находится в данном месте. Рисуем через это уровни Фибоначчи. Находим точку входа. Ждем подхода к первой линии Фибоначчи и заходим на 15 минут на понижение. Это 5-минутный таймфрейм. Перехожу на минутный таймфрейм. Вижу определенное затухание. Цена немного не дошла до первой линии Фибоначчи. Возможно еще импульс вверх, или же сразу цена пойдет на понижение. Давайте понаблюдаем немного за движениями. Принимаю решение открыть сделку на понижение в данном месте. Вижу определенное затухание и движение вниз. Посмотрим, что из этого получится. Итак, остается 10 секунд. Словили небольшую реакцию на понижение и коррекционное движение вниз. Получаем с вами плюс. Увеличиваем сумму сделки до $18. И продолжаем искать ситуации. Друзья, к сожалению, на сейчас я вынужден закончить торговлю. У нас выходит множество достаточно волатильных новостей через 47 минут. У меня есть правило за час до и после сильных новостей не торговать. Поэтому я заканчиваю свою торговлю и фиксирую прибыль. Продолжу в другой раз. Итак, основные новости прошли, можно потихоньку приступать к торговле, но все же я буду осторожен с долларом, поскольку основные новости были именно по доллару. Итак, австралийский доллар, канадский доллар. Есть намеки на наш паттерн. На минутном таймфрейме, на 3-минутном этот паттерн имеется, но меня немного напрягают эти зигзагообразные движения. Итак, давайте зайдем здесь на 5 минут, с суммой $18, заходим на понижение. Вот наша формация, давайте я ее выделю, беру заливку и поменяю цвет. Вот наша формация, если мы откроем M5 или M3, то будет четко виден паттерн движения. Но все же есть у меня небольшие сомнения. Итак, находим начало импульса, находим конец импульса, рисуем через это уровни Фибоначчи. И вот что мы получаем. То есть зашел я на втором уровне Фибоначчи. На первом была небольшая реакция, я зашел от второго. Ждем результата сделки. Итак, остается 10 секунд. Словили импульсное сильное движение вниз.
И получаем с вами плюс. Увеличиваю сумму сделки до $20. И ищу ситуации дальше. Валютная пара британский фунт, японская иена. Видим нашу формацию. Это импульс и скопление. Сейчас происходит второй импульс. Нам нужно нарисовать уровни Фибоначчи от конца до начала первого импульса. Мы нашли с вами точку входа. Давайте откроем М5. Вот наша точка входа. Ждем точки входа и заходим на понижение. Итак, цена доходит до уровня Фибоначчи. Открываю сделку на понижение. И ждем результата сделки. То есть нашел я точку входа только за счет уровня Фибоначчи. Теперь давайте смотреть на результат. Итак, остается 10 секунд. Словили реакцию на понижение. И получаем с вами плюс. Увеличиваю сумму сделки до $21. Валютная пара евро-франк. Находим нашу формацию, импульс, скопление, импульс, рисуем уровни Фибоначчи от конца до начала импульса. Цена пробила первую линию Фибоначчи, идет ко второй, здесь можно зайти на повышение. Заходим на повышение от второй линии Фибоначчи и ждем результата сделки. Итак, остается 10 секунд, наблюдаем результат сделки. Поймали с вами реакцию от второго уровня Фибоначчи, ориентировались только на уровне Фибоначчи и получили плюс. Увеличиваю сумму сделки до $23. Валютная пара доллар-франк. Забыл нажать на play, я уже зашел в сделку. Итак, вот наша формация. Это импульс, скопление, импульс. Находим конец импульса. Находим начало импульса. Рисуем через это уровни Фибоначчи. И как видите, я зашел от первой линии Фибоначчи на 15 минут. Ждем завершения сделки. Итак, сделка заходит в плюс, словили коррекционное движение вверх, увеличиваем сумму сделки до $25 и продолжаем. Валютная пара евро-швейцарский франк. Находим нашу формацию, рисуем уровни Фибоначчи от конца до начала импульса, находим точку входа. Выбираем время экспирации 3 минуты, ждем хорошей точки входа и заходим на понижение. Заходим на понижение. Отлично, открылись на самом максимуме, на импульсе. Немного неадекватное движение, посмотрим, что из этого получится. Итак, остается 10 секунд. Здесь обстоятельства так сложились, что я поймал случайно безупречную точку входа. Но даже если бы я открылся там, где собирался, то все равно, вероятнее всего, получил бы плюс. Итак, когда я садился записывать окончание этой сделки, я случайно задел рукой стеклянный стакан, из которого я пил воду, и разбил его. Я думаю, что это прекрасный намек на то, что мне нужно на сегодня закончить торговлю. Итак, наступил новый день. Смотрю экономический календарь. Только что у нас выходили новости по евро с высокой волатильностью. И через 50 минут выходят незначительные новости по доллару. Имеем это в виду. Нашел ситуацию на валютной паре австралийский доллар, канадский доллар. Выделяю нашу формацию. Рисую уровни Фибоначчи от конца до начала первого импульса. Как видим, цена сейчас находится на первой линии Фибоначчи. Это хорошая точка входа. Таймфрейм у нас 15-минутный, поэтому зайдем мы на 45 минут. На понижение. Заходим. Остается 10 секунд. Цена совершила импульсное движение вверх после нашего открытия и потом также резко откатилась. Сделка заходит в плюс. Увеличиваем сумму сделки до $29 и ищем ситуации дальше. Валютная пара доллар-франк. Находим нашу формацию, импульс и скопление. В данный момент происходит второй импульс. Находим начало импульса. Находим конец импульса, рисуем через это уровни Фибоначчи от конца до начала импульса, находим точку входа, время экспирации, будем заходить на 5 минут, заходим на понижение. Итак, остается 10 секунд, немного напряженная ситуация, давайте посмотрим на результат. По итогу цена немного задержалась на первом уровне Фибоначчи, и мы получили минус. Я полностью уверен, что цена пойдет после этого на понижение, но ничего страшного в этом нету. Давайте зафиксируем наш локальный рекорд. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9, 10, 11. 11 сделок плюс в ряд. Увеличиваем сумму сделки до 87 долларов и ищем ситуации дальше. Валютная пара доллар японская иена. Находим нашу формацию. Это импульс, скопление импульс. Рисуем уровни Фибоначчи. От конца до начала импульса. Цена находится в районе первой линии Фибоначчи. Подождем затухания и будем заходить. Заходим на понижение. И ждем результата сделки. Итак, остается 10 секунд. Цена совершила небольшую реакцию на понижение и продолжила свое восходящее движение. Получаем с вами минус. Увеличиваем сумму сделки до 174 долларов. Итак, я вижу, что происходят определенные манипуляции с долларом. То есть его тянут строго в одну сторону, поэтому на долларе я сейчас ситуации не ищу. Валютная пара евро-австралийский доллар. Рисую уровни Фибоначчи. Нахожу точку входа. Время экспирации 5 минут. Жду дохода до линии Фибоначчи и захожу на понижение. Захожу на понижение. Отлично, поймал хорошую точку входа. Уменьшаю сумму сделки и жду результата. Итак, остается 10 секунд. Мы нашли просто идеальную ситуацию и поймали одновременно идеальную точку входа. И получаем с вами шикарный плюс. Ушли с валютных пар с долларом, перешли на эту валютную пару и шикарно отработали эту ситуацию. Валютная пара британский фунт-франк. Находим формацию, импульс, скопление, импульс. Находим начало импульса, это примерно вот это вот место. Находим конец импульса. Конец импульса находится в данном месте. Рисуем через это уровни Фибоначчи. Видим, что реакция происходит у нас от второй линии Фибоначчи. Сумма сделки 32 доллара, время экспирации 5 минут. Заходим на повышение. Итак, остается 10 секунд. Наблюдаем за результатом сделки. Словили мы коррекционное движение вверх и получаем с вами плюс. Заходили от второй линии Фибоначчи. Увеличиваем сумму сделки до 34 долларов. Валютная пара австралийский доллар, канадский доллар. Находим формацию, импульс, скопление, импульс. Рисуем уровни Фибоначчи. От конца до начала импульса. Видим, что цена подходит к первой линии Фибоначчи. Готовимся заходить. Немножко опоздали. Надеюсь, цена еще немножко поднимется вверх. И мы зайдем в более хорошие точки входа. Окей, заходим на понижение на 5 минут. Итак, остается 10 секунд. Здесь, вероятно, нам не хватило немного времени экспирации. И получаем с вами минус. Увеличиваем сумму сделки до 102 долларов. Валютные пары новозеландский доллар, японская иена. Находим нашу формацию. Вот она. Рисуем уровни Фибоначчи. От конца до начала импульса. Видим, что реакция происходит от первой линии Фибоначчи. Плюс ко всему на М5 видим хорошую разворотную формацию. Можем зайти примерно на 15-20 минут на повышение. Поскольку реакция уже происходит, я принимаю решение открыть сделку на время экспирации 30 минут. Итак, друзья, остается 10 секунд. Опять же, весьма неприятная ситуация. Цена стрельнула вверх и откатилась. И получаем с вами минус. Итак, валютная пара австралийский доллар, новозеландский доллар. Находим формацию. Это импульс и скопление. Рисуем уровни Фибоначчи. От конца до начала импульса. Находим точку входа и будем заходить на время экспирации 5 минут. Ждем определенного затухания, реакции на повышение и заходим. Отлично, ждем результата сделки. Итак, остается 10 секунд, словили сильное импульсное движение на повышение. Вот оно. И получили с вами плюс. Валютная пара евро-британский фунт. Находим нашу ситуацию, импульс, скопление, импульс. Вот она. Далее находим начало импульса, находим конец импульса, рисуем через это уровни Фибоначчи. Видим, что цена реагирует на первую линию Фибоначчи, вырисовываются определенные паттерны, указывающие на понижение. Можно зайти на 45 минут вниз. Заходим и ждем окончания сделки. Остается 10 секунд. Словили сильную, уверенную реакцию на понижение. И получаем с вами плюс. И по итогу у нас на депозите 500 долларов.
Отлично. Итак, друзья, дошел до $500 по этой системе. Далее я буду увеличивать депозит до $1000 уже фиксированной суммой. Заключил я еще одну сделочку, получил небольшую прибыль буквально вчера. Давайте подведем статистику всей торговли, которой была в видео. Итак, 15 марта, вот начало нашей торговли. Мы все это дело копируем и подводим статистику. Итак, что у нас получилось за это видео? Мы сделали прибыль $320. Всего сделок было 23. 78% успешных сделок, 18 плюсов и 5 минусов. Теперь я показываю всю историю, на всякий случай обновляю страницу, закрытые сделки, перематываю до 15 марта, вот смотрите, 12 марта, 15 марта, здесь все начинается, и вот вся история сделок. Вот и все. Итак, теперь давайте посмотрим на историю моих выводов и пополнений. На историю моих операций. Смотрим. Смотрите. Вот. 2 раза пополнялся я по $100. Первый раз пополнился, увеличил депозит, вывел. Потом второй раз пополнился, также увеличил депозит. В основном с помощью нон-фарма. И по этой стратегии уже добил до нынешней суммы. Всего я ввел на этот аккаунт $200. Вывел практически $300 и на депозите сейчас $524. То есть я в плюсе примерно на $600. Друзья, как вы можете видеть, в последний день у меня выдалась очень опасная торговля. В тот день с долларом были особо такие неадекватные движения лично для меня. Вы можете видеть это на свечном графике валютных пар с долларом в тот день. То есть такие были огромные импульсные движения. И к чему я веду? Стратегия может в определенные дни работать прекрасно, просто отлично, а в какие-то дни она будет работать плохо. То есть, во-первых, стратегия зависит от рынка, и во-вторых, от вас. В какой-то день вы также можете работать плохо, то есть вы будете неподготовлены, невнимательны, неуверенны и так далее. А в какой-то день вы прям войдете в зону, и будете просто совершать успешные сделки одна за одной. То есть всегда учитывайте рынок и свое психологическое состояние. Вы даже можете заметить, что я перепутал валютные пары в последний день, был достаточно невнимательным. То есть я торговал на валютной паре новозеландец к доллару и сказал, что это новозеландец к японской иене. То есть вот такие вот моменты у меня были. Друзья, на этом видео подходит к концу. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях ваше мнение, вашу поддержку, либо вашу обратную связь, задавайте вопросы, я стараюсь всем отвечать. Меня ваша активность очень сильно мотивирует. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.